Всем привет! Если вы не хотите готовить ничего сложного, не хотите выпекать бисквиты, коржи, заваривать крем, но точно хотите приготовить что-то сладенькое с клубничкой, то сегодняшний рецепт для вас, потому что мы сегодня готовим клубничный десерт в стаканчиках. Этот десерт состоит из йогуртового мусса и клубничного желе. И для йогуртового мусса нам понадобится сливки номер 1, сливки номер 2, жирность не менее 30%, желатин, вода для желатина, греческий йогурт и сахар. И вначале необходимо залить желатин для того, чтобы он набух в течение 10-15 минут. Вы помните, что соотношение желатина и воды 1 к 5. Но вся граммовка, как всегда, в описании под видео. Есть. И теперь в тарелку отправляем сливки и сахар. Тарелку ставим на водяную баню, у меня уже в сотейнике есть водичка, и постоянно помешивая, прогреваем, но не доводим до закипания. Сливки должны стать более жидкими, они немножечко пожелтеют и полностью растворится сахар. Кстати, я не сказала, что сейчас мы используем сливки, которые указаны в описании под видео в граммовке, как сливки номер 1. Они объемом поменьше, 100 мл. Смотрите, не перегрейте сливки. Периодически проверяйте пальцем, насколько они теплые и растворился ли сахар. Все, сливки прогрелись, можем их доставать с водяной бани, и как раз набух желатин. Видите, он не выливается. И теперь в сливки теплые отправляем желатин. Перемешиваем. И сюда же отправляем греческий йогурт. Перемешиваем. Так. Есть. Теперь сливки номер 2 нужно взбить до устойчивых пиков. И вы помните, что сливки хорошо взбиваются холодными, с холодным венчиком и холодной дежой. Она у меня была в холодильнике, я ее охладила. И взбиваем до устойчивых пиков. Сливки взбились, смотрите, какие получились устойчивые пики. Теперь отправляем это в тарелку к остальным сливкам и йогурту. Теперь перемешиваем обе массы очень аккуратно, потому что взбитые сливки воздушные, у них такая устойчивая текстура, и по итогу наш йогуртовый мусс тоже должен получиться такой же воздушный и нежный, поэтому перемешивайте очень аккуратно. Йогуртовый мусс готов, мы его можем уже распределять по стаканчикам. И это можно сделать либо вот в таких обычных стаканах, либо в креманках. У меня креманка всего лишь одна, поэтому я буду распределять вот в такой одноразовой посуде для кейтеринга. Это очень удобно распределять, подавать такие десерты в стаканчиках именно вот в такой одноразовой посуде. Очень удобно, что она с крышечкой. После того, как я приготовлю весь клубничный десерт, я смогу накрыть крышечкой, поставить в холодильник, никакие посторонние запахи сюда не будут проникать. И после подачи можно либо выбросить, либо помыть и использовать второй раз. Очень удобно, поэтому распределяю по таким стаканчикам. Я перелила мусс в сотейник, чтобы было удобнее его распределять по стаканам. Ложкой это делать неудобно. И ставим стаканы на одну общую ровную доску, чтобы мусс не переливался по стенкам стакана. Данной граммовки мусса мне хватило на 6 стаканчиков по 200 мл. Видите, я их заполняла чуть больше, чем наполовину, соответственно, желе я буду заливать поменьше. Вы можете сделать меньше мусса, больше желе, стаканчики больше, меньше, в общем, все на ваше усмотрение. И теперь я отправляю застывать мусс в холодильник примерно на 40 минут, час. И пока мусс в холодильнике, давайте приготовим клубничное желе, потому что мы сможем вылить желе на мусс только после полного остывания желе. Поэтому нам как раз на все про все приготовление и остывание нужен вот этот вот часик. И для клубничного желе нам нужна клубника, сахар, вода, лимонный фреш, желатин и вода для желатина. Заливаем желатин водой и даем набухнуть минут 10.
В сотейник отправляем воду, лимонный фреш и сахар. Клубнику нарезаем кубиками. Отправляем ее в сотейник и ставим сотейник на плиту, где на средней мощности, постоянно помешивая, доводим все до кипения. После закипания убираем сотейник с плиты и добавляем набухший желатин. Перемешиваем. Переливаем желе в тарелку. Все, желе пусть остывает. Если вы его сделали чуть позже, либо за час оно у вас не остыло, ничего страшного, с муссом в холодильнике ничего не случится. Пусть он там стоит час, два, три, главное, чтобы наше желе полностью остыло, иначе мусс весь провалится и протечет. Также, в принципе, вы можете поставить желе в холодильник, но тут очень важно следить, иначе оно у вас застынет и никуда уже потом вы его и не выльете, будет у вас желе в такой тарелочке. У меня есть еще 50 минут, поэтому пусть оно здесь остывает. Если спустя 50 минут не остынет, я также уберу в холодильник для того, чтобы понизить температуру, и затем будем с вами продолжать заполнять наши стаканчики клубничным десертом. Ну что, время прошло, желе остыло, можем доставать из холодильника наши стаканчики с муссом. Так, ну вот мусс и застыл, смотрите, он не выливается из стаканчика, так что теперь ложечкой можем выкладывать сверху желе. В один стакан я наливаю примерно 4-5 столовых ложек желе. Оставшееся желе выливаю в отдельный стаканчик. Как вы видите, желе мне хватило на наши 6 стаканчиков, ну и плюс еще остались остатки. Будет вот такой вот один стаканчик чистого желе, кстати, объем 120 мл. И теперь убираем все стаканчики в холодильник на несколько часов, желательно на 5, чтобы желе хорошенько схватилось и застыло. И уже спустя 5 часов мы посмотрим, что же у нас получилось в конечном итоге. Прошло 5 часов, и наш клубничный десерт в стаканчиках готов. Посмотрите, какой он красивый. У меня здесь большая часть йогуртового мусса и меньшая часть желе. Как я говорила ранее, вы можете полностью менять пропорции. Делать половину мусса, половину желе. 25% мусса, 75% желе. В общем, как вам нравится. И также в начале видео я говорила, что от этих стаканчиков есть крышки. И это очень удобно. Уже десерт готов. Я могу накрыть все стаканчики крышечками. Вот смотрите, как это удобно. И в холодильнике хранить стакан на стакане, благодаря этому экономить место в холодильнике. Таким вот образом, даже третий сюда еще поместится. И плюс никакие посторонние запахи не проникнут в наш десерт. Давайте рассмотрим его поближе. Вот так выглядит клубничный десерт. Давайте поближе посмотрим желе, какое оно красочное, с кусочками клубники. Получилась красота, разве что можно еще украсить сверху мяткой. Клубничный десертик готов. Очень удобно, что его можно подавать порционно каждому члену семьи. У него очень легкий, приятный вкус, йогуртовый мусс и желе очень хорошо взаимодополняют друг друга. Давайте попробуем. Очень вкусный десерт, воздушный, такой нежный мусс, он аж такое чувство, будто лопается, во рту тает, легкий, совсем не сладкий и при этом сладенькое желе с кусочками клубники. Просто, как я сказала, вкусы идеально дополняют друг друга. Кстати, что немаловажно, после этого десерта абсолютно никакой тяжести нету, и он действительно поистине летний и легкий. На этом сегодня все. Я уверена, что этот рецепт вам точно понравится, и я надеюсь, что вам понравилась вот такая прикольная идея подачи мусса с желе вот в таких стаканчиках для кейтеринга. Это очень
удобно действительно и очень прикольно и красиво. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчик, смотрите другие видео на моем канале, пишите комментарии и до скорых встреч!